Сразу скажу, суп будет хоть и очень простой, но необычный и просто вкуснейший. 2 филе куриного бедра нарезаю небольшими порционными кусочками. Мясо весит 400 граммов. Дальше помещаю его в 3-литровую кастрюлю. Заливаю водой. Вода начала закипать, появляется пена. Ее нужно тщательно снять шумовкой. Дальше я беру одну луковицу размером больше среднего. Делаю на ней такой крестообразный надрез и закладываю в кастрюлю. Также возьмем половину довольно крупной моркови. На ней я также сделаю надрез. Это нам нужно, чтобы овощи варились быстрее и лучше отдавали свои соки. И теперь такой секрет, чтобы куриный бульон был вкуснее, посолим его сразу в начале варки. Суп варим на небольшом огне. Дальше приготовим интересный, вкусный и необычный компонент. Для него беру кусочек сыра 100 граммов и потру на средней терке. К натертому сыру добавляю 1 яйцо. Пару веточек укропа нарезаю мелко и высыпаю к предыдущим ингредиентам. Небольшой кусочек сливочного масла 20 граммов я вытащила из холодильника заранее, чтобы оно было мягким. Для удобства нарезаю его кусочками. Я отмерила 100 граммов пшеничной муки. Но добавлять ее буду не всю сразу, а для начала положу где-то 2/3, так как муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Чуть-чуть посолю щепоткой соли. Если у вас сыр достаточно соленый, можете не солить тесто. И теперь вымешиваем это сырное тесто. Оно имеет очень хороший, приятный сливочный аромат. В процессе замеса, если видим, что тесто сильно липнет к рукам, добавляем муки. Теперь это прекрасное тесто положим на несколько минут в холодильник или еще лучше в морозильное отделение холодильника. Затем я чищу и нарезаю 3 довольно крупных картофелины. Они весят 450 граммов. Я нарезаю картофель небольшими кубиками. Вы можете нарезать так же или как вам больше нравится. Это не принципиально. К этому моменту бульон варится примерно 20 минут. Посмотрите, какой прозрачный и красивый. Высыпаем сюда картошку. После закипания продолжаем варить суп на небольшом огне. Картошка в супе варится уже 10 минут. Я вынимаю сырное тесто. Работать с ним сейчас будет очень удобно и легко. И формирую такие вот кружочки-шарики. Не знаю, как их правильно назвать. Сырные шарики или сырные галушки. Делаем их небольшими, примерно 1,5 сантиметра в диаметре. В процессе варки они, конечно же, увеличатся. Сырно-сливочные шарики бросаем в кипящий суп. Как и раньше, варим суп на маленьком огне при легком кипении. Дальше я сразу же беру оставшуюся половину моркови, натираю ее на средней терке и высыпаю в суп. На этом же этапе досолим суп, если нужно. Добавим лавровый лист и немножко черного молотого перца. Суп у нас будет вкуснейший. Попробуйте один раз и будете потом тоже варить постоянно. Прошло 7 минут после закипания моркови. Я нарезаю мелко пару веточек укропа.
И прежде чем высыпать его в суп, я вынимаю отдавшие из себя все соки, луковицу и половину моркови. Со свежим укропом варим суп еще минуту-две, не больше. Аромат у этого диетического супчика просто потрясающий. Суп у нас очень легкий, полезный, без всяких зажарок. Но в то же время он очень сытный, очень вкусный. Рекомендую вам приготовить такой супчик, попробовать самим. А также рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу же видеть новые интересные рецепты. Спасибо за ваш лайк под видео. И я жду ваше мнение в комментариях. Будьте здоровы и пусть небо над вами будет мирным. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео. Для вкусного быстрого супа я беру одну морковь. Морковь натираю на средней терке. Одну луковицу нарезаю мелкими кубиками. И один сладкий болгарский перец я также нарезаю мелко. Кастрюлю с толстым дном ставлю разогреваться на плиту. Добавляю пару ложек растительного масла и отправляю сюда все овощи. Пассерую их, пару минут помешивая, так, чтобы они только обмякли и дали замечательный аромат. Пережаривать ничего не нужно, суп будет максимально полезным. А затем наши яркие овощи заливаем горячей водой или по желанию бульоном. Я налила 1,5 литра воды и оставляю суп закипать. Тем временем беру 3 картофелины. Картофель нарезаю мелкими кубиками. Как раз закипел суп на плите. Картошка идет в суп. На этом этапе я его посолю половиной чайной ложки соли. Пусть закипает. А я пока промою 2 столовых ложки риса. Рис, конечно, также идет в суп. Оставляем суп кипеть на небольшом огне на 7 минут. Затем в наш замечательный суп добавим щепотку черного молотого перца и 100 граммов сливочного сыра. Вместо сливочного сыра, по желанию, вы можете взять плавленый сыр или жирные сливки. Варим суп еще 5 минут, периодически помешивая до полного растворения сыра. Дальше я беру немного зеленого лука. Нарезаю его мелко. И также мелко нарезаю укроп. Ароматная зелень идет в суп. И вместе с зеленью мы также добавим 2 зубчика чеснока. Чеснок измельчаем через пресс. Хорошо перемешиваем, пробуем, достаточно ли нам соли. Убираем наш вкуснейший супчик с огня и даем ему настояться 5 минут. Готовьте этот легкий и быстрый суп, если рецепт вам понравился. Подписывайтесь на канал, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео. При подаче к этому супу отлично подойдет сметана. Я жду ваше мнение в комментариях.
А главное, я желаю вам мира и здоровья. И как обычно, до встречи в следующем вкусном видео.